Всем привет, города Измаила. Опять Раиса Горяченко, но сегодня с не очень приятной темой болезней и вредителей сладкого перца. Я сижу у куста сладкого перца в теплице, он у меня с краю находится. И хочу вам показать, сегодня уже вторая половина августа, близится к концу август месяц. И у нас последние 2 года, это уже 3-й, серьезнейшая проблема. Вот посмотрите, я уже их задавила. Это вот такие клопы-черепашки. Именно в этот период массово начинают размножаться. Это массовый выход, и они уничтожают плоды. Вот что они вытворяют. Вот смотрите, там, где они прокусывают, они пьют сок. И обязательно после себя опускают яд. Вот эти вонючие клопы-черепашки. Маленькими они собираются внизу плода. Вот они уже, видите, понадкусывали. И плод превращается в очень невкусную ягоду, или плод, ткань повреждается и очень невкусно. Вот смотрите, здесь тоже видно такие вот проблемы очень серьезные. Нужно обрабатывать в течение сезона с самого начала. Мы против ТЛИ комплексными обрабатывала там биопрепаратами, у нас вредителей не было. Но сейчас такое количество, если бы все обрабатывали, конечно, было бы хорошо. А сейчас их массовый выход, и они летят с разных сторон, с леса, с лесопосадки, где они тоже размножаются, от соседей, и размещаются на свежих участках, где есть вкусные плоды и ягоды. И вот это они вот уничтожают. Обрабатываются сильной химией, мы не хотим, поэтому мы стараемся всегда в ранние сроки высадить. Вот сейчас сбор будет, тепличку закроем, то, что в теплице легко удержать от этих вредителей. Вот. А то, что на улице, к сожалению, невозможно это делать. И еще в этом году еще один бич хочу вам показать. Это называется вершинная гниль. Вершинная гниль – это результат вот того, что, вот видите, какая беда. Хотя и обрабатывали, вот, но очень высокая влажность была, шли дожди, и высокая температура вот дает такую проблему, которая называется гнили. Они бывают различные, называют вершиной, потому что начинается именно с вершинки плода, и дальше он идет по всему плоду. Что же делать? Ну, нужно, конечно, всем, наконец-то, дачникам, огородникам серьезно отнестись к тому, что нужно обрабатывать. Нужно обязательно вовремя все это делать. У меня вот с краю грядки было несколько кустов, мы, видимо, упустили где-то, и вот эта проблема возникла. В основном на плодах нету такого заболевания, там, где были обработки. А вот что касается клопов-черепашек, то тем, что вдруг некоторые дачники отказались от выращивания томатов, перца, всего, что вызревает позже, они просто-напросто говорят: а мы не будем выращивать, мы это купим. Вот. Что же делать в связи с этим? Нужно просто-напросто как можно раньше высаживать растения, укрывать и получать урожай до 2 августа. Вот у нас 2 августа они как раз очень массово пошли прилетать взрослые особи, выкладывать яйца. И вот сейчас они вот массово размножаются, и по всех кустах они ползают, по всех кустах они не только плоды уничтожают, вот они прокалывают, видите, листик, прокалывают клеточку листика, выпивают сок и туда отправляют свой яд. Вот такая неприятная тварь появилась, я по-другому не могу назвать их, вонючие. Раньше мы были с ними знакомы, они жили такие серые были, жили на пшенице, а вот сейчас вот они такие черненькие, зеленые, какие хотите, разноцветные, очень красивые. Но вот, казалось бы, красивые, их с субтропиков, тропиков привезли вместе с бананами, с экзотическими растениями, и вот они размножились во многих регионах. Сегодня это проблема. Нужно заниматься комплексно и обрабатывать не только сами растения, но и где-то окраины какие-то, где они как раз размножаются, и в августе месяце массово приходят уничтожать результат труда человека, который трудится с февраля, высаживая семена, высаживая рассаду, пересаживая. Поэтому давайте вместе вести борьбу, заранее уничтожать вот этих вредителей. И, естественно, менять технологии, а технологии будут у нас состоять в том, что мы будем укрывать их,
прятать от вредителей уже в срок поздний, но самое главное получать раннюю продукцию. Будущее только за укрытиями при таком количестве различных вредителей. Ну вот на такой ноте я не очень приятно прощаюсь с вами, но что сделаешь, жизнь такая штука. Пока-пока, будьте мне здоровы.